Добрый день, дорогие друзья! У меня закончился лаваш, надо приготовить лаваш. Ничего сложного нету в том, чтобы приготовить лаваш в домашних условиях. Я не всегда дома готовлю лаваш. Если встретится в магазине лаваш, значит покупаю магазинный лаваш. Тут у меня полкилограмма муки. Я положила сюда чайную ложку соли. Отправляю сюда же 3 столовые ложки растительного маслица. Я думаю, этого нам будет достаточно. И сюда же отправляю 300 миллиграмм кипятка. Все, и замешиваем тесто. Пока горячее, замешиваем ложкой. Переходим к ручкам. Как всегда, сначала зачищаем стенки чаши и вымешиваем. Присыпаю стол мукой и буду продолжать вымешивать на столе. Тесто тепленькое, податливое. По мне так тесто жидковатое. Я сейчас пару столовых ложек муки буду вмешивать в тесто. Пару столовых ложек муки, это примерно где-то 50 грамм. Вот по мне получилось тесто то, что надо. А значит, на 300 миллиграмм кипятка нужно 550 грамм муки. А вы смотрите по своей муке. Тесто я вымесила. Теперь это тесто отправляю в пакет и дам тесту отдохнуть. Минут 5-10, этого будет достаточно. Тесто отдохнуло, теперь я буду его делить. Тесто поделила, скатаю каждый кусочек в колобочек, слегка приплюшу их и отправлю в пакет. Начинаем раскатывать. Раскатывается просто, легко. Тесто очень податливое. Будем раскатывать по диаметру своей сковороды. Желательно, конечно, чтобы они были кругленькими. Получилась вот такая вот тоненькая лепешечка. Лаваши жарятся очень быстро, поэтому сейчас я нам большую часть раскатаю, потом приступаю к жарке. Раскатанные отправляем на салфетку. Не совсем круглые некоторые получаются, но не беда. Мы готовим для себя, не заморачиваемся. Включаю газ. Сковорода нагрелась, отправляю лепешку. На небольшом огне будем жарить. Сковорода совершенно сухая, появляются пузырики, переворачиваем. Один лаваш готов. Блюдо застелила я влажной салфеточкой. Отправляю на блюдо, прикрываю влажной салфеткой. Отправляем вторую лепешечку. Запузырилась, переворачиваем и выпекаем вторую сторону. Вторая сторона готова. Убираем под влажную салфеточку. И так выпекаем все наши лавашки. Мы испекли все лаваши и благополучно забыли нажать на кнопку. Увлеклись. Сейчас заворачиваем, начиняем эти лаваши на завтрак. Хорошо, внучка напомнила мне: баб, ты видео снимаешь? Нет. Лаваши получились прекрасные, по диаметру они небольшие получились у нас, около 20 сантиметров, но нам этого достаточно. Тут я уже заканчиваю начинять эти лавашики. Тут у меня салатные листья, курица осталась, это мы с вами на канале готовили цыплят тапака. И осталось в основном это белое мясо, грудка осталась. Зачистила от кожи, от косточек и мелко порубила. Сыр моцарелла нарезала. Часть мы уже приготовили лавашики с солеными огурчиками, и часть вот со свежими огурчиками, помидорчиками. И готовили цыплят табака, когда у нас остался соус. Белый соус остался. Он идеально подойдет к этим лавашикам. Я заворачиваю, а внучка у меня их обжаривает на сухой сковороде также, чтобы растаял сыр. Нам сегодня будет очень вкусненько. Не обязательно за лавашом бежать в магазин. Просто я сейчас на примере одного лавашика покажу, как я собираю. Как раз это я последний собираю. Куриную грудку нарезанную. Сейчас я все помидорчик закину. Огурчик.
и прикрою. Сыр положу, зелень положу. Еще могу несколько перьев зеленого лука положить. Все, что у вас дома есть, кладите. Будет вкусно. Хотите с колбаской готовьте, хотите с сосисочками. И не обязательно салатные листья, листья айсберга. Можно положить пекинскую капусту, зеленую часть. Все тютелька-тютелька ушло. Мы приготовили 8 штучек. Это у нас уже 8-я. Так как у меня лавашек маленький, заворачивать конвертом мы не можем, мы просто вот так вот свинем и на сухую сковородочку. Наш завтрак готов. Вот все, что осталось. 8 лавашей мы завернули, начинили их. Эти лавашики, посмотрите, посмотрите, они ничуть не хуже магазинных лавашек. Как хотите, гните, ничего не ломается. Эти лавашики, сейчас они окончательно остынут. Мы их в целлофановом пакетике и отправим в холодильник. И приготовили, начинили лавашки. Лавашки по диаметру маленькие, мы не смогли их конвертом завернуть, завернули, просто вот так вот свернули рулетиком. По-любому это получилось вкусненько. Рекомендую вам приготовить по этому рецепту лавашек. И начиняйте, пожалуйста, чем хотите начиняйте. Хотите колбаской, хотите мясом, хотите сосисками, хотите просто овощной сделайте, хотите рыбный приготовьте, по-любому будет это вкусненько. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Экспериментируйте, творите, чудите на своей кухне, радуйте своих родных и близких и будьте здоровы. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.